Однажды я переебу. Бля. Понимаешь, насколько я классный? Ты трахаешь их в презике? Ты ж не против чувака? Я за чувака. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Папа скажет, почему я плачу, как ёбаная сука. Твое предыдущее большое видеоинтервью было у большого русского босса. Угу. Это был просто пиздец. Какую музыку предпочитаешь? Ну, не знаю. Что произошло? Не знаю, я вообще не выкупал, что он меня спрашивает. Странные вопросы какие-то, шутки непонятные. Ты растерялся там? Да я не растерялся, я просто, ну, типа, пытался понять и не понял. Так и не понял. Ну, я просто смеялся, мне было смешно, когда, ну, типа, чувак такой, типа, обычный тип, разговаривает с тобой, курит без маски, потом он надевает маску, начинает этим своим голосом говорить, понял? И, блядь, я сразу, у меня ступор, я начинаю смеяться. Что мне нужно делать, чтобы вот такой же хуйни не произошло на нашем интервью? Не одевать маску, Этого будет достаточно. конечно. У меня простая задача. Я хочу с тобой поговорить как с кумиром молодежи. То есть мы более-менее регулярно это делаем, но так или иначе человек, которого слушают люди от 15 до 20 лет, ну и старше, к нам заходит редко. Я буду задать много справочных вопросов. Окей. Поэтому, в общем, просвещай меня. Ты из Харькова. Что за район, что за семья? Я живу, ну, жил, точнее, в пригороде Харькова, в Змееве. Обычная семья, родители не такие, как у всех там популярных людей, там плохие какие-то. У меня хорошие, любящие родители, понимающие, все нормально. Кем работает? Отец на заводе работает. Ну, они развелись уже. Отец на заводе работает, а мама сейчас нигде не работает. А зачем ему работать? Ну, я же богатый. Зачем Богатый? Да, зачем маме работать? Ну, ты серьезно ее содержишь сейчас? Да, я ей помогаю. Ну, то есть не нуждается в работе. Но она хочет пойти на работу, потому что ей скучно сидеть дома. Ну, типа, в этом нет необходимости. Что мама говорит, когда слушает тебя, когда видит тебя в паблике, в клипчиках, на концертах? Она мной гордится. Говорит, что я молодец. Слушала ли она тексты песен? Да ее не смущает тексты вообще. Ну, она понимает вообще всю хуйню. И она нормально воспринимает, ей тексты нравятся. Она говорит, вот тут ты классно, короче, сказал. Ага. Реально. Даже в тех местах, там, где вообще пиздец. Даже где про наркоту? Да. Ну подожди, она понимает историю про... Вот ты поешь про то, что ты упоролся клеем. Так это ж все в стёбном режиме. Она это понимает? Да, она мне верит, у нас абсолютно доверительные отношения. Она знает, что я, типа, не употребляю тяжелые наркотики, и все нормально. Ты куришь траву? Максимум, да. Как она относится к тому, что ты дуешь? Не очень. Что говорит? Говорит, ну, блядь, не надо. Я говорю, ну, блядь, сорян. Как интересный диалог. Да. А сколько ей лет? 42. То есть она молодая женщина. Да. Мама красотка. Да. Это клево. Люблю свою маму. Для меня странно, когда кто-то мне из друзей рассказывает, что у них какие-то непонятки в натуре с родителями. Я этого до сих пор не могу понять. Типа вопросы какие-то странные, что-то разговоры. Мы обо всем уже типа поговорили, за всю жизнь наговорились. К 18 годам я уже чувствовал, что я все получил, что мне нужно от родителей. Всю информацию. Дальше уже двигался сам. Даже с 17 или с 16. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что с волосами? Я их покрасил. Почему такой цвет? Я просто закосил под Лил Эйрона. Так. И вот прям целенаправленно красился под него? Ну как целенаправленно? Я просто увидел у него и такой думаю, бля, прикольно. Я тоже так хочу. Мне понравилось, как у него это выглядит. Сейчас будет очень старперский вопрос. Большой босс задал тебе вопрос, почему ты всегда в шапке. И ты отшутился, сказал, у меня рак.
Меня тяжело обвинить в том, что я старпер совсем уж, но объясни, почему у нынешней молодежи история, ну, онкологические заболевания стали мемом? Есть объяснение? То есть почему чуваки находят это прикольно? Очень долгое время это, типа, была запретной, короче, шуткой, запретной темой, и людей это заебало, и очень смешно, короче, шутить над тем, о чем нельзя шутить. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как ты относишься к сексу с фанатками? Охуенно. А как это происходит технически? Вот расскажи. Они ломятся, выстраиваются в очередь в гримерку? Или, например, допустим, вы приехали в условный там Абакан с концерта. Ну, предположим. Да, они сами срезаются, тупо нихуя не нужно делать. Они каким-то образом, типа, находятся, как-то проникают в твое пространство. Либо Витя их срезает. Витя? Да, Витя — это наш турменеджер. Так. Срезает, это значит, привозит? Да нет, ну типа просто прям на концерте, понял? Ага. То есть выбирает жертв некоторых, да, и которые потом... Ну да, я не могу сказать, короче, что я шлюха-ёб, ну, если вдруг обламывается, я не отказываюсь, короче. Угу. Ну, я не могу сказать, что у нас там прям море шлюх, короче, там все такое. Это ж хуйня. Ну, как в принципе, и у всех других людей, там, у пацанов с района. Если обламывается какая-то тёлка, то почему бы и нет? Абсолютно медицинский вопрос сейчас будет, но это важная история. А как часто ты бываешь у венеролога? Как только в Харьков приезжаю. Да, блядь, да я ж не трахаю сук без гондона, и вообще я это не так часто делаю. Ну, ты трахаешь их в презике? Конечно. Я чё, долбоёб? Как, очень важная хуйня, учитывая, что тебе уже 20, как во время группис, во время секса с поклонницами ты... Хватит. Что такое? Нет, как ты проверяешь, сколько им лет? Да просто паспорт спрашивают. Нет. И они показывают? Конечно, а чё я, блядь, ну, я ж не дурак, что... То есть реально она показывает паспорт, и после этого вы переходите... Ну, я так и говорю, чувиха, ну, типа, я не хочу садиться в тюрьму. Угу. Показывай паспорт. И реально достается... Показывает паспорт, что ей делать? Все продумано, чувак. До старта чемпионата мира по футболу чуть больше 3 месяцев. И чем ближе к этому событию, тем более удивительные новости. 66 тысяч болельщиков сборной Исландии подали заявки на билеты чемпионата мира по футболу в Москве. Это 20% населения страны. В 2 раза больше, чем их было на чемпионате Европы во Франции в 2016 году. В том самом, где они покорили абсолютно все. На этот раз больше всего повезло Москве, Волгограду и Ростову-на-Дону. Именно в этих городах исландцы проводят матчи группового турнира, и именно там будет особенно шумно. Все те же исландцы, а вместе с ними и шведы, выбрали свои базы на чемпионат мира по футболу Геленджик. Кажется, мы чего-то не знаем об этом прекрасном курорте. Всем пацанам и девчонкам из Геленджика привет! Лионель Месси стал лицом рекламной кампании Альфа-банка к чемпионату мира по футболу. Сумма контракта коммерческая тайна, но мои кореша из Альфа-банка дали небольшую наводку. Если Лео Месси откроет накопительный счет в Альфа-банке на сумму своего гонорара, который он получил за эту рекламную кампанию, то за год процентом ему набежит более 500 000 рублей. Вообще, Альфа-банк не только подписал суперзвезду мирового футбола, но и стал первым локальным спонсором чемпионата мира 2018 со статусом официальный банк турнира. А на днях запустилась масштабная национальная промо-компания, в рамках которой будет разыграно 3000 билетов на матчи чемпионата мира. Акция продлится до 1 июня, и принять участие в ней могут и текущие, и новые клиенты Альфа-банка. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из этих условий. Если вы физическое лицо, совершить покупку по карте на сумму 15 000 рублей в месяц, открыть депозит или накопительный счет на 100 000 рублей, или оформить кредит от 200 000 рублей. Если вы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, поддерживать оборот по интернет-эквайрингу, либо совершить покупки по карте Альфа Кэш Ультра FIFA или по международной корпоративной карте FIFA на сумму от 100 000 рублей. Мчим! По ссылке в описании регистрируемся на сайте и выигрываем билеты на главное событие лета. Альфа-банк.
Вспомни, когда ты решил стать рок-звездой. Тебе же щелкнул в голову, и ты понял, что, бля, хочу так же. На кого ты смотрел в этот момент? Бля, на Курта Кобейна. Блядь, это вообще мой кумир. Ну, он прикольно выглядит, короче, такой весь грязный, такой хуёвый, такой какой-то депрессивный, не знаю, привлекательный образ какой-то у него. Как ты оцениваешь то, что он засунул себе ружье в рот и выстрелил? Я вообще в это, если честно, не верю. У меня есть две версии. Короче, первая версия, его убила Кортни Лав, чтобы заполучить все его богатство, и инсценировала самоубийство. Вторая версия, он сам инсценировал самоубийство, чтобы съебать куда-то на остров и просто отдыхать под героином. И типа до сих пор отдыхает? Возможно, да. Все говорили, что он жизнерадостный, такой добрый, светлый тип. Не знаю, странно, что он выстрелил себе. Это, скорее всего, Кортни Лав. Сука. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы выстрелить себе в рот? Нет, конечно. Никаких мыслей о суициде никогда не было. Сильный человек. Я никогда бы так не сделал. Не задумывайтесь о такой хуйне. Ну, потому что любая жизнь, если она даже хуевая, это лучше, чем никакая. Всегда можно выбраться из ямы. А лучший рокер планеты прямо сейчас? Курт Кобейн. Из тех, кто жив-здоров? Курт Кобейн жив. Ладно. Хорошо. Это очень-очень предсказуемо. Ну, с тех, кто жив, Дэйв Мастейн. Мегадес. Тебе нравится? Просто пиздец. Тип реально, я ним восхищаюсь. Его выгнали из Металлики, он просто... Его группа, это была месть Металлики. И прям чувствуется в музле, вот в первых альбомах. Лучший концерт в твоей жизни? Первый концерт. Ну, первый большой концерт, когда мы собрали. Чувак, это был такой пиздец. Расскажи. Я охуел тогда. Ну, просто прикинь. Короче, мы играем концерт в Акуна Матате в Харькове. Там, где собираются 20 человек. Короче, проходит, по-моему, месяца 2. И каким-то образом мы в Одессе собираем 400 человек. Мы тогда супер неподготовленные приезжаем. Там тогда с барабанщиком вдвоем были. Просто вдвоем приезжаем, нихуя не понимаем, вообще зеленые. Говорят, что будет человек 150. Мы такие, ебать, нихуя себе, 150 человек. Потом, короче, сидим в гримерке и смотрим, заходят люди. Ой, там, говорит, уже 200, уже 350. В итоге, короче, 400. Это люди, которые пришли на 3 песни. На какие? Что у вас тогда было? Тогда даже нон-стопа не было. Была «Младшая сестренка», «Ханна Монтана» и «Любимая песня твоей сестры». Ну, блядь, хиты. Ебать, я просто заваливаю ебало. И мы выходим, получается, и там начинаются крики, пиздец, типа, нас рады видеть. У меня прям начинается вот этот адреналин, вот эта вся дичь. У него вообще страх пропадает, руки трясутся, все потное. Я, короче, ударяю по гитаре, вот этот звук, короче, и опять начинает кричать, все именно аж, знаешь, аж в уши давят. Очень такое прикольное чувство. Типа я не понимал, почему это происходит, как будто бы сон, понял? И отыграли пиздатый концерт, я охуел с того, что, типа, знаю тексты песен. Ну, у вас было 3... Подожди, а вообще песен у вас, чтобы сыграть, сколько тогда было? Все вот эти песни, мы как раз вышли, и в этот же день, и прямо вот так вот выложили альбом прямо на сцене. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Татухи. Мы пока сидим сейчас, разговариваем, я вижу, что у тебя написано вот здесь вот чье-то имя. Полина Мех. Полина Мех. Надо, кстати, его будет забить чем-то. Кто такая Полина Мех? Не знаю. Конкурс у меня просто был когда-то. Я не знаю, зачем это долбоебский был совершенно поступок. Конкурс какой-то, я не помню, в чем он заключался. И в прямом эфире я должен был себе набить татуху с ее именем. А в прямом эфире в Перископе? Твич, по-моему. На Твиче, да? Да, по-моему, Твич, да, вот. Ну вот, набил татуху. Это еще до славы? Там что-то уже начиналось, но еще не было. Просто первое попавшееся слово? Или девочка, которая тебе написала? Там что-то как-то мы рандомно через какую-то прогу выбирали. Просто. Это не потому, что там... Окей. А на той ноге то же самое? На той ноге ничего нет. Нет, там... Не. Там имя мужское какое-то. Что это значит? Это тоже тип... Короче, блядь, ладно, расскажу. Мы сначала, вылез этот чувак, Александр Циммерман. Мы зашли на его страницу, и
Посмотрели, типа, что-то это какой-то, по-моему, этот фейковая страница, Так. потому что у него стояли какие-то анимешные фотографии, ни одного поста, ничего. И, короче, все пишут, это фейк, это фейк. В общем, а я уже начал такой, ну ладно, ок, тогда следующего выбираем. Вот, Полина Мех набил, короче, а потом, оказывается, этот тип написал, что нихуя это не фейк. Вот это я, это моей странице уже 6 лет. Давай объясним тем, кто не понимает. Это наспор было, да? То есть это был такой спор-челлендж, во время которого нужно было... Ну, мы сделали пост о том, что, типа, делаем конкурс, типа, нахуярим имя чувака, там, или чувихи, которая, типа, на ноге, которая, там, типа, что-то рандомно выберем. Все подумали, что я стебусь, а я, пацан, ответил за базар. А что здесь написано? Дроп-блет. Дроплет? Да. Что это значит? Дроп? Дроп-блет. Ага. Перейди, пожалуйста, на язык 30-летних. Не знаю. Я сам не знаю. Короче, у Оливера Сайкса из Bring Me The Horizon написано Drop-Dead. А у меня Drop-блет, потому что я бледный. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я правильно понимаю, что у тебя образование 9 классов и техника? Ну, образование у меня типа как бы 12 классов. Ну, начиная с 10 класса я просто приходил на уроки. Или не приходил. Ну, то есть я вообще не учился. У тебя нет высшего образования? Не, Насколько тебе этого не хватает? вообще похуй. Ну, а поначалу, единственное, поначалу, когда я пошел работать, типа там я в супермаркете работал, где там в кафе каком-то, вот, и мне было, типа, обидно, что мои одноклассники сейчас тусуются там в универе, у них там вся студенческая жизнь, вот это начинается, а я работаю. Это единственное, что было обидно. А так, не знаю, не нуждаюсь в высшем образовании. Почему ты не пошел учиться в универ? Я просто хотел заработать бабла и записать альбом. Как ты зарабатывал? Я работал в супермаркете охранником. Охранником? Да, чувак. Дружище, все чувствовали себя в безопасности в этом. Пиздец, я знаю. Да, супермаркете. я сама безопасна. Не, чувак, ну у меня была такая... Ты ж не против чувака? Я за чувака. Все, неплохо. Короче, была такая ситуация, мне не нужно было никого пиздить, там, никого там хватать, там, заламывать. Просто я должен был следить. Если кто-то что-то спиздил, я просто должен был сказать старшему, старший там уже какие-то меры предпринимал, и то он тоже ничего не имел права делать. Там вызвать службу безопасности, они уже могут. То есть мы не имели права даже прикасаться к ним, даже, типа, сумки проверять и все такое. Мы просто, типа, смотрели. Вот, там официантом работал, сука, самая унизительная вообще работа. Объясни, почему. Ну, типа, я работал на базе отдыха, всякие богатые типы отдыхали, понял? И, то есть, они воспринимали тебя как-то робота, слуху, знаешь, такой вот базар был у них кривой. Вообще меня бесило, что, типа, мне высказывают, короче, что я там долго выношу еду, хотя это не от меня зависит. Понимаешь, и начинается кривой базар, там ты, там что-то это. Вот. Как ты себя после этого ведешь с официантами? С официантами хорошо всегда себя веду. Ну, не, было пару раз, когда там что-то у меня переклинило, ну, потому что я голодный был. Но а так-то я, с пониманием отношусь всегда, чаевые хорошие оставляю. На таких довольно низкооплачиваемых работах ты смог заработать первую инвестицию в музло. Ой, блядь, я его так дешево записал, пиздец. Сколько тебе пришлось работать, чтобы у тебя появилась возможность записать? Но помимо того, что мне нужно было, типа, музыку вкладывать, мне еще нужно было, типа, помогать маме и как-то тоже, там, есть за что-то там. Я ж не только на музло вкладывал. Ага. В музло очень мало выходило в месяц. Я там мог вложиться там в одну песню. И то не совсем. Одна песня — это сколько денег? Ну, тогда я все делал по знакомству. Там вообще просто была тогда такая цена на студии, час записи, 100 гривен. Я записывался целый день за 100 гривен. Типа, плюс еще там 500 гривен, или там, нет, даже 300 гривен за сведение такое что-то. А 100 гривен — это сколько баксов? Или рублей? 100 гривен — это $4. $4. Ага. Плюс-минус, да. Ну да, $4 за день — это нормально. Да это вообще я так на изи записался. Были сомнения, когда я реально, типа, сижу и выкупаю, что, типа, я никуда не поступил, я сейчас просто работаю в какой-то хуйне,
И, типа, надеюсь на то, что, типа, просто все получится с музыкой. Но потом как-то подумал, ебать, что я за хуйню несу, и дальше писал, да. Телочки. Например, я хочу с какой-нибудь молоденькой замутить. Я смогу там найти какую-то девочку, с которой будет прикольно именно долгое время? Конечно. Ничего ж не поменялось, мне кажется, типа, за много лет. Просто, типа, если ты будешь собой, все будет заебись. То есть нет этой хуйни, что нынешнее поколение, оно тупее, оно... Нет. Это заблуждение такое. Оно умнее, наоборот. Почему? Все быстрее прохавывается. Ты заметил, вот, как в последнее время, допустим, уже ни на кого не действует реклама, ну вот, никому ничего труднее молодежи что-то впихнуть в голову, знаешь, наебать. То есть уже не верят ни политикам, чему коммерческому муслу не верят. Они научились хорошее от плохого отделять, настоящее от ненастоящего. Они, возможно, стали менее образованными, может быть, по ненадобности, но то, что они более умнее стали, это правда. Я так считаю. Ну, а можно быть умным без образования? Да. Ну, конечно. Образование — это просто какая-то информация, которая тебе там пригодится. А на твои интеллектуальные способности никак не влияет. В принципе, я согласен, что раз можно прогуглить, там, какой город столица Словении или где находится Абакан, Да. вот, но есть один важный аргумент — иностранный язык. Вот, единственное, да, я согласен, что иностранный язык нужно учить, потому что, ну, английский, потому что он сейчас везде. Просто с русским ты или украинским ты... Тебя никто нигде не поймет, ты даже не сможешь себя скоро вызвать. Вот, ну и да, и поэтому я жалею, что в школе не начал учить английский. Ты не знаешь его вообще? Ну, очень слабо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Самый частый вопрос любому артисту из Украины: почему же, блядь, вас так много? Ну, Почему в Украине так много крутых артистов? Вот здесь появляется список имен, и он обалденный. Не знаю, может, у нас какие-то музыкальные корни, какие-то... Может быть, у Украины в крови течет капелька крови какого-то нигера. Вот. А негры, они же музыкальный народ. Может быть, мы на какую-то там треть нигеры. Да, кстати, а ты знаешь, вот вообще нигеры, наверное, я не должен был так говорить, чернокожие в смысле. Чернокожие реально самый музыкальный народ, и типа, если ты установишь чернокожего, и ты при этом басист, то он тебя научит играть на бас-гитаре. Где ты это услышал? Это Дима, эту шутку, по-моему, или где-то прочитал, или услышал. Это наш басист. Саус Парк? Да, это Саус Парк? В натуре, ебать. Да, Саус Парк. Там еще, по-моему, была такая... Там, да, был случай такой, ну, точнее, не случай, была такая сцена в Саус Парке, когда подходит этот чувак к чернокожему и говорит, типа, сыграй на бас-гитаре. Он говорит, я не умею играть на бас-гитаре, ты же чернокожий, ты должен уметь играть на бас-гитаре. Говорит, у меня даже нет бас-гитары. Ты же чернокожий, у тебя по-любому в челане есть бас-гитара. Он поднялся, взял бас-гитару и сыграл. По-моему, так было. Но я не считаю, что это типа какой-то злой юмор. 3 любимых украинских исполнителя. Ну, Валентин Стрыкало. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Про Дорна что ты думаешь? Я, возможно, тупой, но я не выкупил последний альбом. Мне такая музыка просто не нравится. Слишком сложно. Ну да, мне нравится сложная музыка иногда, но вот она какая-то, как будто бы там фишка только в сложности, короче. Но старые песни очень нравятся, очень крутые. Там Мишка виновен, понял? Ну и, в принципе, все. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Смотри, как ты пишешь? Я правильно понимаю, что ты это делаешь в той же проге, что и рэперы биты себе настукивают? Да, во Fruity Loops'е. Ну, я, по сути, короче, типа диджей больше, чем... Да, я диджей.
Я сначала сажусь за гитару и придумываю, типа, гармонию и текст. Так. Вот, иногда просто гармонию и вокальную партию на йогуртном английском, как Иван Дорн. Йогурт на английский? Да, вот я у Ивана Дорна это услышал, йогурт на английский. Да, я так всегда делал, ну, типа, понял? Ты понял? Ага. Вот, и что, потом под это все текст придумываю. Обычно все в гараж-бенде, типа, делаю себе заметки какие-то там, гитарки там прописываю, барабаны, а потом все подбираю уже на Fruity Loops'е нормальные звуки. То, что ты называешь творчеством, куча народу там, в комментариях, где угодно еще, из тех, кто слушает музыку, они скажут тебе, блядь, ну, дружище, ну разве это творчество? Это же просто удачная эксплуатация мемов и культурных кодов современности. Да они просто долбоебы. Все. Я даже не обращаю особо внимания. Я смотрю, но меня, конечно, иногда бомбит. А объясни, почему они не правы. Это искусство. Ну вот объясни, почему это они не правы. Да потому что я пишу о современной молодежи. Так. Так, как оно все на самом деле есть. Вот. И когда я пишу песни, у меня в голове... я не знаю, что в голове у людей, которые слушают музыку мою, но у меня в голове объемная, красивая, разноцветная картинка. Я как будто бы рисую, понял? Я как будто бы пишу сказку. И у меня все в цветах, понял? Я добавляю туда немного красного, туда зеленого, понял? Туда сиреневого. И поэтому это, это просто творчество. А язык просто современного молодняка. Это искусство, да. Возможно, это не такое высокое искусство, как буерак, но это шутка была. Блядь, я понял, да. Сейчас расскажу, почему. Буерак, да, расскажу. Но все равно это типа искусство для меня, потому что я не преследую цели там куда-то в какую-то, блядь, аудиторию ударить, как это, блядь, всем кажется, заебали. Но я просто типа делаю то, что мне нравится. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Да, я фанат LJ, большой фанат LJ. Угу. Нет. Что думаешь о нем? Мне не нравится. Это как будто бы специально, целенаправленно взяли все самое хаваемое и вставили туда. У меня такое ощущение, может быть, это неправда. Ну, есть такое впечатление. Угу. У тебя не так музыка сделана? Нет. А... Ну, многие думают, конечно, что да, но... Ну, смотри, ты также мемчики набрал я считаю, что люди, которые так думают, долбоебы. Серьезно, я их ненавижу всей душой и сердцем. Они тупые, они даже не вникали толком в мою музыку и что-то типа судят. Проще всего сказать после успеха какого-то артиста, что да, это, блядь, просто все продуманная какая-то хуйня, спланированная. Это самое первое, что приходит на ум. Никто даже не хочет вникать. Когда ты последний раз долбоеба встречал? Да я постоянно их встречаю, они повсюду. Вот, блядь, пока сюда ехал, долбоебы. Там в гостинице долбоебы, все долбоебы. А что в гостинице долбоебы? Да, ну, не знаю, просто большинство людей долбоебы. А объясни, долбоеб это кто? Ну, это баран, который, ну, просто, типа, видит то, что ему не нравится, он не хочет это понимать и сразу же отрицает. Вот он долбоеб. А нормальный человек, умный, он не будет срать то, что ему просто не нравится, и то, что он не понимает. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как тебе фоточка? Охуенно. Ты знаешь, что это за фотосессия? Да. Расскажи. Да. Я только вчера вечером увидел. Если я не ошибаюсь, это Люба придумала. Это прикольная идея вообще. Кто такая Люба? Арт-директор. Ну, нельзя сказать, что прям арт-директор. Типа режиссера. Девочка, Ну, которая да, помогает вам с постом. она нам помогает вот с визуальной картинкой. Она очень пиздато делает. Мы нашли с ней общий язык. Охуенно. Клип про лучшая песня твоей сестры, это она снимала, да? Да, и снимала она, это и был ее первый клип, во-первых, снимали мы его на фотик. Мы просто тупо ходили, бухали и снимали всякую хуйню, то есть без там какого-то плана, и просто потом смонтировали и все. Я считаю, получилось круто. Как бы его не обосрали, это получилось реально прикольно и стильно. Где вы это снимали? В Москве и в Питере. В разные дни. Вот эта девочка, которая на фотке, я так понимаю, что она с тобой в клипе там и была? Да. Угу. Что это за девочка? Она не твоя подруга? Ну, знакомая. Но не девушка? Не. И вы никогда не мутили? Не-не-не.
Ага. Она же не только в этом клипе появилась. Она и в вечеринке с бассейном была. Почему второй раз вдруг? Да потому что она очень охуенно вписывается в образ пошлой Молли, очень прям подходит вообще охуенно. И вообще пиздатая телка. Это ж инстаграм-модель. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Твоя цитата из ВКонтоса, правда, прошлогодняя. «Сегодня мне приснилось, что я взъебал Оксимирона на батле». Это правда. Ну, мне реально снится, как я выхожу на сцену, что-то там батлюсь с Оксимироном. Это типа просто проходит там секунд 30, и просто меня поднимают руку, типа я победил. Секунд 30. Мне понадобилось, чтобы взъебать Оксимирона. Всего лишь. как Понимаешь, ты относишься- насколько я классный? Во сне точно. Как ты относишься к Оксимирону? А мне не нравится. Не знаю, раньше он делал, по-моему, круто. Я не был никогда фанатом, но просто вот недавно пересматривал. Раньше делал реально круто. Сейчас ощущение, как будто бы просто вода какая-то. Ну, типа ни о чем. Ну, просто как будто бы он просто писал для того, чтобы писать. Ну, Горгород — это вода? Не знаю, может быть, я не вслушался. Но мне, короче, все, что я последнее время слышал новое, мне показалось, что, ну, мне неинтересно. Это, да, вода. Неинтересно. Может быть, надо было слушаться, не знаю. Ну, особо он не привлекает мое внимание. 3 лучших рэпера. Паша Техник, Бля, Паша Техник, бля. Паша Техник. Ой, нужен Ксанакс. Ой, нужен Ксанакс. Ой, Ксанакс. Бля, объясни. Ну, ты же ипотируешь сейчас. Да он же, блядь, он реально трушный тип, пиздец. Он же сидел, это охуенно. Ну, в смысле, это плохо. Ну, это плохо сидеть, конечно, но Не, ну ты готов это 2 раза послушать? мне нравится реально. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как ты относишься к группам вот классического русского рока, которые с большими концертами, что в России, что в Украине выступают? Или Ну, выступают? смотря к кому. Ну, давай я буду перечислять, условно говоря. ДДТ. Заебись. Серьезно? Но, не знаю, в тексты песен, если не вникать. А музыка не старомодная, не... Музыка отличная. Ты слышал «Родина» песню? Блин, конечно. Там же просто гениальная мелодия. Да. Ты в проигрыше. Я даже иногда слушаю до сих пор. Так, какой-нибудь Наутилус Помпилиус. Бля, такой кал вообще, это так занудно просто. Особенно песня «Скованная одной цепью». Я просто как-то работал в караоке, там часто пели эту песню, я, блядь, ненавидел. Вообще, о чем она? Ну, я понимаю, о чем она. Вообще, в смысле, музыка, о чем там. Какая-то супер, короче, никакая, она, вот как у меня примерно. Тоже ни о чем музыка. Никакая. Просто сырая, сухая. Просто постоянно идет одна и та же хуйня. Скованные одной цепью, и все. До конца песни. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Кто самая горячая певица мира прямо сейчас? Ольга Серябкина. Расскажи. В смысле? Это Почему? что-то объяснять надо? Все же понятно. Ты знаком с ней? Нет. Хочешь? Да. Ее или познакомиться? Познакомиться. А ее? Нет. Мне не нравится постарше. Не нравится постарше? Ровесники нравятся. Почему тебе не нравится постарше? Не знаю. Мне кажется, у них-то все не очень. Все уже затаскано, возможно. А ты на основе личного опыта судишь или гипотетически? Нет. Просто у меня такие ассоциации. Не привлекают меня женщины постарше. Чисто ровесники. 20 лет. А это вот реально история про симпатии или немножко страшно, что они, ну не знаю, не о чем с ними будет поговорить, не найдешь языка, на котором с ними общаться? Не, я, возможно, найду с ними о чем пообщаться. Просто, знаешь, типа дело вкуса просто, и все. У тебя когда-нибудь была девочка старше? Нет. О, Ну, намного старше, в смысле, ты имеешь в на виду? 5 лет. Нет, нет. Чувак, как много ты не знаешь. Да? Реально? Ну, конечно.
Ну, может быть. Мне кажется, кайфово окружать себя людьми, которые могут тебе что-то дать, которые знают и умеют больше, чем ты. Если в плане общения, В плане всего. в плане общения меня окружают взрослые люди, мне с ними намного интереснее общаться, чем с молодыми. Последняя книга, которую ты прочитал? Фак, мне стыдно об этом говорить, но это «Гарри Поттер». Я мало читал в своей жизни, очень. Это давно было? Дохуя давно, в школе. Ну, крутая книга? Такое. Мне интересно, если честно, было фильм смотреть. Я не знаю, не получаю удовольствия от чтения книг. 3 самые красивые девушки Украины. Моя мама, моя сестра и Ксюша Романова. Кто это? Ну, моя знакомая. Место, в котором ты мечтаешь побывать? В США хочу побывать, очень мне интересно, что там. Мечтаю побывать в Альпах. Почему в Альпах? Нравится мне вся эта атмосфера. Горы, снег, лес, домик с камином хочу себе там купить. Такой деревянный, с панорамным окном. Шале. Наверное. Сколько раз ты был за границей? Ну, в Европе, в смысле? Да. Один раз с концертом мы ездили в Таллин и Ригу, и все. Больше ты никогда не был? Ты не был в Западной Европе? Нет, Даже в Польше? не был. Ох. Хочу съездить, и обязательно съезжу, типа, и в США съезжу, но пока не был. Блин, а как так получилось? Ну, просто в детстве, в юности не было лавы на это, да? Ну да. ВКонтакте или Инстаграм? Инстаграм. Почему? Не знаю, для меня почему или вообще. Я не задумывался, если честно. Но для меня просто Инстаграм удобнее, потому что, типа, ВК лагает из-за VPN. Просто очень сложно. Мне туда впадло заходить. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Что там дальше? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что ты принес в подарок? Чуваки, это футболка от легендарного дизайнера Любы Черковой, то есть Индиго. Любы Черковой? Да, вот. Ну, тут Гениально. она не сильно напрягалась, когда придумала. В смысле? Она разрабатывала это 3 года. 10 лет. Ага. Дарю тебе. Я считаю, что это честь для тебя. Или это не тебе? Не-не, это не мне. Это мы подарим тому, кто правильно ответит. Это честь для того, кто правильно ответил. Да. Короче, друзья, у нас очень простой конкурс в этот раз, как и всегда. Первый альбом группы «Пошлая Молли». Это «Спина». Не, раз это «Спина», это прикольно. Все, тогда признаю. Вот такая вот с оригинальным дизайном футболка достанется тому, кто придумает самый оригинальный ответ на следующий вопрос. Первый альбом, принесший славу группе «Пошлая Молли», называется «8 способов бросить дрочить». Расскажите о своем способе, как вы бросили дрочить в то время, когда всех нас это сильно занимало. Ты, кстати, как бросил? Я не бросил, Ты продолжаешь? конечно. А был какой-то период, когда, как у любого подростка, когда ты понимаешь, что, блядь, ну нельзя дрочить 3 раза в день? Ну, конечно, был. Так, и как ты стал это дозирование делать? Я помню, как какой-то мой друг сказал, что если очень часто дрочить, то просто не будет стоямбы. Меня это напрягло, я просто стал реже это делать. Вот, Невозможно бросить дрочить, это просто нереально. Это метод нашего сегодняшнего героя. А какой метод был у вас? Слово «стоямба». Это просто чума. Друзья, предлагайте самый... Чума — это старое слово, да? Да, я понял. В комментариях предлагайте и самый оригинальный способ о том, как вы завязали с системной мастурбацией, получит вот этот приз. Спасибо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Коллеги с сайта The Village, когда рецензировали ваш альбом,
Они написали, что следующий логичный шаг — это то, что Бледный приходит на интервью к Дудю, и Дудь маниакальной улыбкой своей спрашивает про рекордные достижения в групповом сексе с поклонницами. Раз коллеги попросили, то я должен спросить у тебя, твоя рекордная групповуха? 35. Нет, давай серьезно. Не было групповухи. Даже тройничка? Не было тройничка. У тебя никогда не было групповухи? Нет. Ну, это редко для рок-звезд, ты же понимаешь? Да я широк-звезда. А так получилось, или ты принципиально не хочешь? Это не было желания просто. Не вижу в этом ничего прикольного. Коллеги, я передал ваш вопрос. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.